Большая часть флюсов это просто растворенная канифоль. В этом видео я рассказываю про флюсы, припои, какие флюсы бывают, какие виды припоев бывают. В прошлом видео я объяснял, рассказывал про паяльники, какие виды паяльников бывают, как выбрать паяльник. Если кто не видел, пропустил, заходите по ссылочке, она вот здесь вот вверху. Итак, вот у меня три вида флюсов. Флюсы необходимы для снятия оксидов с металлов. Также они способствуют более лучшей отдаче тепла с жала паяльника и способствуют более лучшему растеканию припоя на контактной поверхности. У меня три варианта флюса, которыми я пользуюсь. Также я сюда бы еще отнес четвертый вид флюса для пайки алюминия. Такой флюс называется F64. У меня его в данный момент нету. Алюминий лудится хуже всех, наверное, металлов, которые я знаю. Потому что он быстро окисляется. Но в моей практике паять алюминий доводится очень редко. Самый простой флюс это сосновая канифоль. Российского есть производство у меня, вот есть китайского. По составу одинаковые, скорее всего, разницы нету, не видел, не замечал. Самый мой любимый это вот этот вот, с Алиэкспресса я заказываю. По соотношению цена-качество самый неплохой. Единственное, что немного вонюч. И порыв вдыхать любого флюса нежелательно. Ни этого, тем более вот этого. Так, флюсы бывают нейтральные. Они не содержат в своем составе кислот. Нейтральные флюсы это вот канифоль. Вот этот флюс будет нейтральным. Они не проводники. То есть, если их не смыть, что необходимо делать? Смывать надо обязательно. Но если их не смыть, после пайки они не проводят ток. Вот этот флюс проводит ток, так как содержит в себе кислоты. Поэтому называется паяльная кислота. Вот этот вот флюс используется, я его использую в основном для пайки металлов. Эти же флюсы я использую для пайки меди. Ну вот этот вот тоже иногда бывает металл лудит, но так довольно-таки подольше надо с ним повозиться, ежели если паять с паяльной кислотой. Здесь не все флюсы у меня представлены. Я все не перечисляю флюсы, там их очень много, всяких разных. Вот такой вот типа флюс F59. Пишут, что применяется для пайки алюминия, сплава АМЦ, с медью, сталью, припоями на основе олова, цинк, цинк-кадмий. Хочу сразу сказать, он не лудит алюминий. Хоть тут написано флюс для пайки алюминия. Тут по составу такое ощущение, вот по виду, такое ощущение, как будто в нем растворили канифоль в спирту. Ну, такой вот он. Оставляет грязь и ничего не лудит, можно сказать, кроме меди. Поэтому такой, не знаю, просто лишняя трата денег. Вот таких вот флюсов очень много. Приходишь в радиоотдел, там их стоит очень много флюсов. Пробовал разные. Ну, по сути, по-моему, большая часть флюсов это просто растворенная канифоль.
Расскажу про какие припои бывают. Я пользуюсь POS 61, POS 60. Что такое POS 61? Вот у меня вариант. Такой продают тоже в Алиэкспресс. Ну, мы его покупали здесь в магазине радиодеталей. У него состав 60-40. 60% олова, 40% свинца. Такой припой плавится, начиная где-то при 190 градусах, 180-190 градусов. Бывают составы 40-60, 90-10. У них температуры плавления разные. Бывают низкотемпературные припои, у которых температура плавления 100 градусов. Такие припои нужны для, допустим, разбавления контактной пайки. Применяются в основном, где пластиковые разъемы. Бывает, вот на ноутбуке вам надо разъем поменять, там развалилось что-нибудь. Феном погреть вы не сможете, паяльником выпаять тоже сразу не сможете, потому что многоконтактный разъем. Разбавляете свой контакт, допустим, видите, что он там тугоплавкий, бессвинцовый, разбавляете его таким припоем, который плавится при температуре 100 градусов, и отпаиваете, чтобы не расплавить пластик. Здесь не знаю состав, но скорее всего здесь сплошное олово, плавится туго, необходимо довольно-таки неплохо разогреть. Паяльник должен быть минимум 100 Вт. Ну, применяю его редко для пайки каких-то медных трубок на грузовых автомобилях, там, где нужна прочность, больше прочности. Вот такой вот. Ну, тут, скорее всего, это олово, просто сплошное олово. Тугоплавкое. Тоже продают в радиодеталях, где-то видел. Скажу честно, первый раз пошел на базар, когда я еще не знал ничего про флюсы и припои. Я пошел, сказал, дайте мне олово. Мне дали вот такую арматуру. Я когда попытался 40-ваттным паяльником ее расплавить, я думал, почему она не плавится. Ничего лишнего больше здесь добавлять не стану. Опять повторюсь же, флюсов очень много. Я рассказал про те флюсы, которыми я пользуюсь уже в течение многих лет. И мне их хватает. Кому этих флюсов будет мало, посмотрите в интернете, почитайте, какие еще флюсы есть.